Братцы, я приветствую всех и каждого. Вторая часть. Он продал свою машину за 50 евро и купил новую за 50 тысяч. Ариэль, приветствую тебя. Мой первый автомобиль в Германии был Opel Corsa. Год прокатался, продал машину за 50 евро на запчасти. Сколько? За 50 евро. 50 евро, ребят. Да. Я себе взял Seat Alhambra 1.9, дизель. Продал за 1500. Уже лучше. Уже лучше. В прошлый раз было 50. Мы сейчас снимем концовку. Она здесь необходима. Мы сейчас здесь условно прощаемся. Потом я сделаю дрон. Дрон от нас улетит. Хотя мы сейчас поедем на Supercharge. Даже, я думаю, там камеры не нужны. Поэтому что? Сейчас мы что-нибудь придумаем. У меня иногда бывают блоки какие-то в голове. Да, все хорошо. Знаешь, это как это, рубильник вырубает. Ну, в общем, вы прокатились и тебя зацепило, да? Но я хотел не просто почувствовать электрическую. Я хотел понять с точки зрения хозяина машины. Я хотел конкретного человека с конкретным мнением, который не просто будет хвалить, но скажет ее минусы тоже. Вот я так и познакомился с Теслой. После этого я решил, давай зайду, он мне объяснил, куда зайти, куда посмотреть. Я себе скачал приложение, по каким условиям машины продаются, на какой срок, проценты, не проценты. Причем смотри, что самое интересное я заметил. Может быть, ребята об этом не знают, и может быть для тебя это тоже, ты об этом не думал. Если сравнивать электрический автомобиль, если с бензиновым, дизельным, окей, мы видим разницу. Сколько на 100 километров ты бы потратил дизеля и сколько бы ты потратил бензина. Это все понятно. Но не забывайте, покупая машину, еще на сегодняшний день есть возможность взять беспроцентную рассрочку. Возьмите кому-то, займите 10 тысяч евро на 5 лет, и вы поймете, что это. Представьте, а где моя прибыль? А как это так? Вот он будет медленно мне отдавать? Вот вы представляете, вам предоставляют эту машину, вас не принуждают, не обязывают. Сделай каско, сделай еще. Все на твое усмотрение. Разобьешь ее, будешь платить кредит и будешь без машины. Поэтому все, только обязательно вот это как KFC-Versicherung, да, называется у нас в Германии, обязательная страховка. Она должна быть. Машине. Да, она должна быть. А вот это вот дополнительная каска, это уже по твоему желанию. Так вот, к чему я веду? Мы сейчас представили, сколько идет разница в стоимости на 100 километров, зарядившись электричеством и заправившись дизелем. Это первая цифра. Вторая цифра – отсутствие процентов. Возьмите, посчитайте на 5 лет, сколько вы бы могли заплатить. Возьмите цифру 5, не надо брать 7. 5% посчитайте, вы поймете, сколько денег вы сэкономили. И туда, на вот эти 100 километров, минусуйте. Будет еще одна у вас новая цифра интересная, почему на электромобиле передвигаться дешевле, приобретая, допустим, под 0%. Еще один интересный момент, который я заметил. Отсутствие транспортного налога в год. Ребята, туда же берете в эти 100 километров. Это очень легко посчитать. Транспортный налог мы не платим, мы освобождены до 2031 года в Германии. Естественно, ситуация везде она разная. Также у вас отсутствует по пробегу раз в год, ты не обязан приезжать в Теслу, чтобы там тебе что-то проверили. Это сервис, да, называется. В обычных машинах там меняют масла, фильтра, свечи на определенных пробегах. И что еще? Самое основное, сейчас вспомню, подожди. Дай напомню. Давай, напоминай. Акция даже до сегодняшнего дня. И кто покупает вот эту предыдущую версию, не новую обновленную, а вот эту именно, да? Точно. Он год катается по всей Европе, где он хочет, сколько он хочет, бесплатно. Точнее быть, бесплатная зарядка на все суперчарджеры, где он не катался. По всей Европе. Ариэль, ты представь, вспомни, я не знаю, брал ли ты новую машину, да? Никогда не имел. Может быть, спросил. Я, ребят, покупал новые машины много раз по работе для других людей. И для себя в том числе пару раз у меня была новая машина. Там бензина нету, горит стрелка «заправь». Там она просто всегда на нулях. У тебя, ну даже ты не знаешь, доедешь ли ты до заправки. Тебе дают год, не 5000, не 15. Неважно сколько километров. Сел и поехал. Посчитайте тоже вот этот момент. Здесь единственная рекомендация заменить фильтра. Салонный внутри и вот этот вот фильтр под капотом, который встречает самую основную вот эту вот грязь. И тоже посчитайте туда, в эти 100 километров. Поэтому на данный момент, вот если это посчитать, я вижу экономию минимум
в 3 настоящих честных раза на сотку, если посчитать. Берите калькулятор и побалуйтесь. На любую машину, которую сейчас пойдешь купишь, Мерс, годовалый, новый, любой, у любого дилера сейчас все машины под процентами. Мне что устроило в этой Тесле? Она стоила 51 тысяча с копейками, с лишними. Да. Потому что я взял фаркоп, это как опция. У меня также. Вот. 51. На 5 лет поставил 20 тысяч пробега, что я буду накручивать. Ты взял финансированием машину? И я без денег в кармане, без ничего, чтобы кто-то не думал, что вот у меня стоит пол-ляма, и я не знаю, куда пихать. Извини, можешь не отвечать. Первоначальный взнос по доброй воле сколько ты сделал? Никакого. Вообще никакого. Вообще никакого. 500 евро не Нет. Только бронь 250. Да, только бронированный 250. Все. Я даже скажу еще по-другому. Я даже зарядки не купил, потому что она экстра идет Да, в 200 цене. евро. Да, 250. И Окей. потом стоит еще это, который на стене, Wallbox, Да. и именно от Tesla. И я тоже его не взял. Возьмешь, ничего страшного. Зачем мне заряжаться дома? Зачем мне сейчас вкладывать в это? Я подумал, ну, буду там. А за это время я спрошу у ребят, как они заряжаются. Я тебе сейчас готов ответить. Ребят, вот вы постоянно смотрите мои видео, говорите, о, до 100% ты заряжаешь. Ведь LFP, да, это батарея, литионная LFP, long range, максимальная дальность. Эти аккумуляторы рекомендуют заряжать до 80%. Ключевое слово, ребят, рекомендуют. Вот в Тесле единственное, что есть, это рекомендации. Заменить фильтр. И мы рекомендуем для повседневного использования от 60 до 80 и не больше. Но если вы сейчас едете на чарджер и вы знаете, что у вас эти 20% уйдут, самое главное не оставлять на ночь машину спать с 80 и больше процентами. Это разрушает химию батареи. Вот я это буду знать. Но если ты будешь нарушать, опять же таки, это рекомендация. Гарантия на батарею 8 лет, 180 тысяч километров. Как бы ты ее не заряжал. Как бы ты ни заряжал, тебе никто не скажет, что, слушай, зачем ты это обязан делал? до 80 Да, только, и если всё. бы мы были обязаны, ты бы не мог зарядиться больше. Поэтому это всего лишь рекомендация. Поэтому если у тебя есть задача, просто старайся не оставлять машину спать с зарядом 90-100, там, пойти лечь спать и утречком куда-то поехать. Хотя разок-два можно так сделать. Это не катастрофа. Главное, чтобы это не было постоянно. Поэтому не факт, что вот это до 80. Ну вот Имей в виду. эту информацию вот сейчас в процессе нашего общения я у тебя и получил. Я тебе сейчас много чего отвечу. Так, я сейчас пробегусь по списку. Давай. Последний. У меня он очень короткий. Я готовился. Что тебя пугает на сегодняшний день или настораживает в этой машине? Мне интересуют твои первые эмоции. Как бы это ни было, может быть, что-то глупо или еще что-то. Неважно, что пугает и настораживает. Что пугает? Поскольку я довольно часто еду в Молдавию 2 раза в год, да, я боюсь из-за зарядок. Это правильно. Из-за зарядок, потому что суперчарджер, они развиты в развитых странах, точнее быть, бывшая зона Шенген. Поскольку я проезжаю через Румынию, именно Румыния такая для меня самая длинная, почти 900 километров с одного края до другого края. Как можно заряжаться по Румынии? На сегодняшний день сеть не суперчарджеров, там есть несколько всего, по-моему, их 3 по всей Румынии. Но они показывают, какая сеть есть и как это можно. Оказывается, все можно Румынию проехать даже на даче Spring, где 30 киловатт. Этим летом у меня будет первый мой опыт. На расстоянии 2000 километров отсюда, с Германии до Молдавии, поеду на Тесле. Скажи, пожалуйста, что тебя удивляет? Самые основные моменты вообще. Вот ты сел, поехал, вышел первый раз из своей машины, пошел домой. Какие у тебя были мысли? Что тебя удивило в этой машине? Выдели каких-нибудь, я не знаю, 2-3, неважно. Расскажи. Это то же самое. Вот я считал всегда, что у меня Ford мой довольно хорошая машина. Навигация, панорама, электроника, довольно резвая тоже. Ну, после более простой, когда садишься в ней. Да. Салон Алькантара, черный, красивый тоже. Мне все это понравилось. Все. Но после того, как я сел, покатался и сел в свою, я понял, ну, это то же самое, что сесть в Мерседеса в Жигули. Смотришь, блин, уже не хочу туда. Не хочу туда. Не из-за экономии, а комфорт, уровень управления, уровень даже, говорят, у Теслы, и вообще, да, в основном у Теслы, шумоизоляция машины. Парадокс, все на нее жалуются. Да. Шумка, мне так шумно. Ребят, я не знаю, на чем вы ездили. Я ездил только на бронированном Land Cruiser 200 с классом B4. И я скажу, вот там тихо.
Все остальные машины, блин, что Тесла, что возьми там этот Майбах, может, немножечко тише. Но учитывая то, что остекление у тебя, даже стеклянная крыша, ребят, ну... Мне понравилась вот эта шумоизоляция, ты чувствуешь себя как в капсуле просто. Она закрывается, она открывается, так классно. Ты сел и едь. Я взял друга, коллега по работе. Да. Он просто, я говорю, Димка, садись, попробуй. Он сел за руль, начал смеяться, говорит, что это такое? Говорит, где на что тыкнуть, как трогаться? Я говорю, нажми педали тормоза. Вот сейчас она завелась. Нажал тормоз. Он смеялся. Он говорит, ключи покажи. Я когда достал карточку, он говорит, я думал, сейчас будет какой-то такой охрененный ключ. Смешно. Я говорю, тебе смешно? Говорю, давай попробуй поедь. Но он скорость любит, дрифтовать любит. Он сказал, это капец. И вот тогда он меня понял, каково это мне. Как его зовут? Дима. Дима, привет. Ты планируешь Теслу в повседневное использование или все-таки машина номер 2 у тебя будет? Нет, это у меня будет только одна машина, потому что зачем мне платить и налог, и 2 страховки, и содержать, и ДВС, и это? Нет, у меня будет одна машина. Прицеп будешь использовать? Да. Окей. Как много людей тебя отговаривало и были против? То, что против, это я знаю очень много, но я человек, который строит сам себе мнение. Молодец. Все. Я с кем-то как-то попытался спросить его мнение. Говорит, от греха подальше держись, не стоит, не стоит, не стоит. Я все-таки попробовал, и я для себя понял, что это стоит. Ну что, сейчас мы приступим к вопросам Ариэля. Давай. Я на Теслу смотрю глазами простого человека. Поэтому не буду скрывать, но для меня все это новое. Смотри, Давай. я человек новый. Да. Ты человек с каким-то опытом Небольшим. владения Тесла. Да. С достатками, с недостатками. Да. Объясни мне, пожалуйста, что такое Тесла? Смотри, Тесла — это машина, которая тебя однозначно довезет с пункта А в пункт Б, и я тебе могу просто на 99,9% сказать, что она никогда не сломается у тебя в пути. Потому что ее принцип вообще, как она везет тебя, он состоит примерно в 1000 раз там меньше деталей, которые в обычной машине, в бензиновой или в дизельной, там банально сальник самый дешевый поломается, и все, масло вытекло, ты не доедешь. Здесь конструкция автомобиля максимально простая, поэтому это та машина, которая даст тебе максимальную надежность, и ты можешь быть уверен, что ты доедешь. Производителям показано, например, на мою машину, что я могу проехать минимум 600 километров. Да. На твоей, я думаю, чуть меньше. Да. Но каковы реальные цифры? Мы едем, я зарядился, мне показывает, я проеду 400 километров, но то, что мне показывает изначально и с реальным фактом, как это я могу знать, сколько я проеду на 100%? Смотри, все показатели, которые у тебя в машине есть, это по VLTP. То есть, если брать ту цифру, которая тебе показывает при 100% заряда, Да. это самые идеальные условия, которых практически невозможно достигнуть в реальной жизни. Так. Там отсутствует встречный ветер, там хорошее покрытие без спусков подъемов. То есть, самое чуть ли не состояние вакуума машина едет, да, без воздуха, без сопротивления, практически. Реально, если вот не погружаться и не одевать сейчас друг на друга белые халаты и изучать всю эту методику, я тебе скажу так. У нас одинаковый с тобой запас хода. Просто твоя машина чуть-чуть экономичнее за счет того, что у нее нету переднего мотора. Там, где у меня расход будет, мы с тобой одновременно, если поедем куда-то, у меня будет 18, у тебя будет 16, 15,5, просто чуть-чуть меньше. Реальные цифры такие. От плюс 10 до плюс 40 ты с кондиционером, вот ты едешь, тебе комфортно, ты ни на чем не экономишь, ты проедешь 350 это минимум, максимум 400 ты проедешь. Максимум 400. Максимум 400 километров, совершенно верно. Потому что вот эти 600 километров, которые тебе говорили, это VLTP, ты их никогда не достигнешь. Это невозможно. У тебя кондиционер, он хавает примерно 20%. Поэтому если у тебя клима включена, да, там AC, вот эта система, это все оттуда минусуется. Там ведь есть куча систем, видеокамеры, там вот эти теплообменники работают, циркулирует антифриз, это все потребляет энергию. Поэтому я тебе честно скажу, в летний режим это 400 ты всегда проедешь. И причем не на последнем проценте. Зимой
от этой цифры, я бы сказал, железно ты проедешь 300. От 0 до 80. Потому что зимой подогревается батарея. Там более сложно работает тепловой менеджмент. Рассчитываю так, зима 300, лето 400. Ты можешь проехать больше, но ты будешь в напряге. Ну, конечно. А доеду ли я? Да. Блин, это не надо. Вот Совершенно зона верно. комфорта, когда вот ты приезжаешь на заправку, да, на дизеле или на бензине, а у тебя там четверть бака еще есть. Здесь то же самое. Работает ли простой YouTube в машине без премиума? Работает. Работает. Если ты раздашь Wi-Fi своей машине, чтобы у нее... Она имеет интернет. Она имеет. Я имею в виду, когда у тебя нету премиум Connectivity, Так. ты можешь на своем телефоне нажать точку доступа, чтобы Да. твой телефон превратился в роутер. Какие проблемы выявляются и как часто обращаешься в сервис? Я скажу так, я очень любопытный до техники, и я жду момента, когда мне получится повзаимодействовать с сервисом Tesla. Поэтому, если у меня где-то что-то скрипнуло, я еду. Пускай лучше перепроверят. Но я ездил за вот эти 1,5 года владения 4 раза. Из-за того, что там что-то услышал, тут. Но это надо иметь тренированное ухо, хороший технический опыт, чтобы понимать, что, возможно, там что-то не так, лучше посмотрите. Но если бы на этой машине ездил обычный человек, который не разбирается в технике, он бы дальше на ней ездил, и ничего бы не сломалось. Что мне поменяли за 1,5 года? Нижние рычаги. Когда я был на парковке, вращал рулем, я слышал такой щелк, 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 металлический такой звук. Оказывается, эти рычаги уже модернизировали, ведь Tesla, чтобы ты знал, если в ней что-то ломается, и это происходит массово, она изучает эту деталь, и больше ты ее не сможешь купить. Тебе поставят эту деталь по гарантии уже модернизированную. И сейчас они поставили там какой-то конусный, там такой все, но там с подвесом машины машина у тебя? 2024-го. Ага. Интересно, у меня стоит... Уже стоят модернизированные. Ага, значит, мне в конечно. сервис не надо. Тебе не надо. Когда-то говорили про теплонасосы. Ребята, это все в прошлом. Вот эти теплонасосы стоят уже модернизированные, нормальные. Следующий вопрос. Какие функции стоит выключить, чтобы не разряжать батарею, если я ее припарковал и улетел, например, на самолете? Все просто. Когда ты уезжаешь надолго, во-первых, Tesla тебе рекомендует ее подсоединить к розетке. Это когда 2 недели и больше. Так. Выставляешь 60% заряда максимально, и чтобы она от розетки постоянно у тебя питалась. Это максимально идеальное условие для аккумулятора. Хорошо, это рекомендация. Да, это рекомендация. Но если у тебя нету розетки, ты заряжаешь машину на 50%, выключаешь Sentry Mode режим охрана. Так, Желаю. выключаешь его. Именно выключаешь, да, там есть простая кнопочка такая, нажимаешь выключить. И все, ты уезжаешь, приезжаешь, у тебя там 49-48. Если я его выключаю и поставил машину на парковку в аэропорту, например, если кто-то мне поцарапал, я это не могу выяснить. Да. Это другой момент. Sentry Mode потребляет порядка 4-5% в день. Ты можешь зарядить свою машину смело до 100%. Помнишь, я тебе говорил, нельзя до 100% Да. и идти спать. Так вот, со 100% заряда, когда ты оставляешь машину на Sentry Mode, никакого вреда аккумулятору нет. Потому что 4% в день, максимум 5%, она потребляет. За 4 дня у тебя уже будет 80%. Значит, правильно я понимаю, только охрану надо выключить. Да, Все? если хочешь сэкономить. Но Да. ты можешь со своего телефона в любой момент включить охрану, выключить охрану. Это с приложения. Это с приложения. То есть тебе не надо что-то сделать судьбоносное такое и уехать на 2 недели. Ты можешь в любой момент поменять свой сценарий. Понял. Взять, включить, выключить, посмотреть видеокамеры онлайн, все ли окей, все ли нормально. Стоит ли иметь iPhone или достаточно любой другой? Разницы нет. iPhone либо Android. Вот я не знаю, у меня, конечно, такой машины не было. Теперь есть. Нет, не именно Tesla, который припаркуется сама. Вот не знаю, может быть, это версия или может быть что-то получше. Паркуется ли Tesla сама, например, если я приехал на парковке? Она может это делать, но только за деньги. Я бы тоже за деньги припарковал машины. Смотри, я не знаю, какая у тебя версия. Существует 3 версии Tesla по вот этим вот фишкам, которые ты говоришь. Это базовый автопилот. Когда ты едешь, включаешь автопилот, и она едет сама. Но если ты хочешь перестроиваться, тебе нужно включить поворотник, принять решение, принять управление на себя, выполнить перестроение, активировать заново автопилот. Это называется базовый автопилот. Если ты купишь себе расширенный автопилот, он, по-моему, 3800 стоит, тогда только там у тебя она будет сама перестраиваться, сама съезжать с автобанов,
сама парковаться, неважно, перпендикулярно, параллельно, как угодно. И также у тебя будет возможность встать в очень ограниченном месте и прям с телефона, чтобы она сама заехала и выехала. Вот это называется расширенный автопилот, то, что ты говоришь. Скажем так, есть деньги, она будет ехать. Нету денег, сделай сам. Представляешь, если бы твоя машина изначально стоила почти на 4000 евро дороже. Вот тебе бы взяли и принудили бы, вот, чтобы у тебя была эта функция. Я считаю, лучше чуть сэкономить, если оно тебе не надо. Стоит ли мне беспокоиться? Возможно, мне надо обклеить машину защитной пленкой. И фары тоже. Смотри, я, во-первых, хочу тебя поздравить, у тебя белый цвет. А белый цвет проблем нет. То есть, вот как бы, да, это реально нет проблем у белого цвета. У синего, у красного цвета, у серого цвета лак немножко мягче. И там даже, когда ты покупаешь машину с новья, есть рекомендация чуть ли не полгода не заезжать на автоматическую мойку, потому что лак твердеет. Машину чуть ли не каждый год нужно полировать, вообще ее протирать даже нельзя. Вот этот автомобиль, мы можем с тобой его помыть, ты не найдешь ни одной царапины, потому что на белом цвете очень твердый лак. Проблем здесь нет. Касаемо сколов, смотри сам. У меня есть немного сколов на этой машине. Я их просто точечно буду замазывать. Но их очень мало. Чем больше ты держишь дистанцию, тем меньше у тебя будет сколов. Мне интересно, пленка защитит от сколов? Но не забывай, пленка, она выгорает. Ну, само собой. Она меняет тон. Пленка не выглядит так сочно, и ее также нужно обрабатывать химией примерно раз в полгода. В плане защиты, я это хочу сказать. Если ты хочешь защитить, конечно, наклейся. Но не прозрачный, потому что прозрачная, она, она не такая крутая, которая в цвете. У тебя полный привод. Да. Мне интересно, каково это ездить на задней. Я на задней ведущей в скользкое, холодное время года не катался, поскольку мне все машины были передние только. Смотри, вот если будет вот такая дорога сейчас, на которой мы стоим, и ее зальют водой, будет каток. Вот только там ты почувствуешь разницу между задним приводом и полным приводом. Либо будет вот такая глубина снега, ты сядешь, полный привод поедет. Вот только там ты почувствуешь в мега экстремальных условиях. Когда у тебя просто снежок, чуть-чуть гололедица, электроника здесь работает неимоверно. Причем, как бы ты ни нажимал на педаль газа, здесь не просто антипробуксовочная система стоит, которая, ой, тут шлифануло, надо тут все, мощность ограничить. Здесь стоят множество датчиков перегрузки. Она даже понимает, есть ли у тебя какой-то завал, где-то перегрузка. Ты нажмешь газ, она выберет именно ту мощность, которая максимально предельно здесь допустима. Разницы ты не почувствуешь, сев в мою машину и в свою машину, никакой. Я делаю вывод, поскольку я новый на электричестве, думаю, что я останусь довольным даже через 5 лет. Все будет хорошо. Ребята, если вам понравился формат такого видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите Ариэля комментарием, поздравьте его с приобретением. С вами был канал Tesla Пират. На сегодня мы с вами прощаемся. Ариэль, спасибо, что приехал ко мне. Я был рад тебе все показать и рассказать. Естественно, мы с тобой на связи, ты будешь спрашивать и уточнять все, что захочешь. Само собой. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был канал Tesla Пират. Пока-пока. Мы сейчас доедем с тобой до суперчарджера еще и также поговорим про суперчарджеры, и у тебя там будут вопросы.